Хотелось бы обсудить тему одесского военкома. Мы как-то ее уже с вами поднимали. Теперь появилось видео виллы в стоимости практически в 4 миллиона евро. Помню, что вот так выглядит вилла военкома Евгения Борисова в испанской Марбелье. Что примечательно в этой истории, военкома до сих пор не отстранили от должности, он до сих пор исполняет свои обязанности. Как вы считаете, почему при всех этих таких фактах, да, как купленная вилла во время боевых действий, не нашлось оснований хотя бы отстранить временно на время расследования? Ну, я так понял, не наличие во время боевых действий, а покупка во время боевых действий. Покупка, это разные да. вещи. Также, если там в мирное время еще можно перетереть это как-то, но военное действительно вызывает сомнения. Хотя я читал тему, он говорит о том, что это не он, это жена сейчас удачной розничной торговлей занимается, поэтому виллу купила. Ну, понятно, что это вызывает смех, особенно сейчас, какая там розничная торговля. Розничный рынок сжался, и заработать на нем столько денег вряд ли получается. Почему не отстранен? Отвечаю как юрист. Вообще лицо отстраняется от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования, когда оно получит статус подозреваемого, когда ему официально вручат подозрение орган расследования. Если этого не сделано, то как бы он не отстраняется от должности. Это вариант отстранения от должности в рамках уголовного процесса. По-видимому, уголовное производство не заведено, по-видимому, расследование не проведено. Ну и самое главное, я хочу, опять же, как прокурор уже говорить, что, понимаете, взятки всегда доказываются. Как правило, оптимальный вариант доказывания взяток – это с поличным. Когда принимается на передаче денег человек, на получение денег. Вот это классно. Понятно, что должны быть проведены качественные оперативно-розыскные мероприятия, негласные так называемые мероприятия. Прослушка, про видео должно стоять, ну, 2, 5, 4, опера, следователи меня понимают. Я не могу сейчас судить о том, на каком уровне сегодня находится расследование. С другой стороны, опять же рассуждаю как прокурор, что бы делал я при таких обстоятельствах, чтобы изобличить, допустим, военкома. Я бы поднял списки всех, кто за время его военкомства с начала войны получил белые билеты. Почему? Потому что, когда решается вопрос о покупке белого билета за взятку, ну, во-первых, ценник это не 5, не 7 тысяч. Хороший белый билет, такой, знаете, к которому тяжело подкопаться, это 20 тысяч. Я знаю, о чем я говорю. У меня нет белого билета, но я знаю, о чем я говорю. Итак, это 20 тысяч долларов, которые делятся между военкомом, ну, посредником каким-то и военно-лечебной комиссией. Вот та, которая определяет, болен, не болен. Поэтому берется органом расследования список тех, кто получил белые билеты через этот военкомат и через военно-лечебные комиссии, которые как обслуживают этот военкомат. И дальше идет отработка этих людей со всей строгостью, жестко, аннулированием этих белых билетов. Как только у кого-то его аннулируют, человек сразу же начнет говорить правду. А когда 5, 10, 20, 30, 50 человек скажут правду, то тогда можно доказывать без получения, доказывать взятку без самого факта приемки взяткополучателя на взятки. Понимаете? То есть, когда десятки человек говорят, ну да, если честно, то вот такой посредник, там-то дали, там-то взяли, там-то выдали, туда заходили. И это занимает время, это очень сложно, это надо хорошенечко поработать. Но доказать в принципе можно. Почему я считаю, что фактов, эпизодов будет очень много? Потому что я вам ценник назвал. Если представить себе, что у военкома, у какого-то, я не говорю, что именно у этого, я этого не доказал, и нет судебного приговора. Так вот, если у военкома половина где-то остается, то есть 10, да, то надо понимать, что 4 миллиона евро – это как минимум, 4 тысячи человек должно быть обслужено. Стало быть, из 4 тысяч людей там можно вычленить тех слабых, которые, извините за сленг, но профессиональные, раскатать, и они скажут правду. Все это реально. Самое главное начать сегодня срочно отменять эти белые билеты. И все. Как только их начнут отменять, люди сами начнут говорить правду. Кому давали, куда заходили, что относили, куда их водили, к какому врачу, где говорили полежать немножко, где говорили... в общем, все это... И когда оно начнет совпадать одно с другим, то у суда, когда дело отправят в суд,
появится уже убеждение, что да, действительно следствие провело правильную, качественную работу, и, скорее всего, доказана вина человека в получении денег. Там сейчас УПК меняли, я не знаю, кто сейчас это расследует, НАБУ или не НАБУ, он все-таки военный. Но тема интересная. Вот с точки зрения профессиональной можно было бы ее пораскручивать и попробовать доказать. И можно доказать. Можно. Как только белобилетчикам поотменяют их белые билеты, они сами начнут говорить правду. А им терять уже нечего. Билеты все равно отменили, правильно? Более того, вместе с отменой билета еще и повестку в зубы совать, если. Там тем более начнут говорить. И все встанет на свои места. Вопрос только в том, будут этим заниматься или нет. Вы же сами говорите, что он до сих пор не отстранен. Второй путь отстранения – это отстранение решением министра обороны. Ведь он подчинен Министерству обороны, этот бывший военкомат, сейчас это называется Центр комплектования. Вот так, может быть, назначить служебное расследование. В Министерстве обороны есть военная служба правопорядка. Когда-то еще давно я предлагал превратить ее в военную полицию с функциями расследования собственными, потому что это было бы правильно, но никто тогда этого не сделал. Но не будем отвлекаться. Я читал, что парламентарии наши, кстати, это разумно, они говорят о том, что нужно проверить всех военкомов. Почему нет? Это разумно, это законно. И несложно же очерчивается круг выгодополучателей. То есть, если он на себя не оформляет, то надо смотреть жену, близких родственников, детей, родителей жены. И можно много интересного увидеть и найти. И начинать тогда задавать вопросы.